2,5 года назад я записал первое интервью с Димой перед его отъездом из Израиля вместе с супругой и ребенком. Тогда это была история про переезд, ожидания и новую жизнь. Спустя какое-то время мы снова поговорили, уже когда они были в Канаде. Мы записывали интервью по видеосвязи, и Дима рассказывал, как все складывается на новом месте. Недавно я узнал, что Дима вернулся в Израиль. Мы встретились и записали третью часть этой истории. Я решил вставить в это видео фрагменты наших прошлых разговоров с Димой, чтобы увидеть, как одни и те же темы и мнения меняются на контрасте спустя время. Мне захотелось показать вам сравнение жизни в Израиле и в Канаде глазами одного человека. До переезда, во время жизни там и спустя несколько лет. В начале видео я собрал для вас несколько фрагментов из наших первых двух интервью. Его репатриацию в Израиль, причины переезда в Канаду и сам процесс эмиграции. Причины, в первую очередь, у меня накопилось много причин. Я очень люблю Израиль. Израиль научил меня работать. Приехав в Израиль, как бы у меня не была корона такая, я начинал на не очень работах, таких говноработах. Я в Эйлате начинал, извини меня, в отеле убирать за людьми, эти подносы, таскать, и все, когда иврита не знал, куда тебя возьмут. И корона не упала, я в Эйлате начинал работать и учить иврит. Израиль научил меня работать, я думаю, мне в Канаде будет легко. Есть некоторые люди жалуются, они приезжают туда, и они идут на работу, вот, да, допустим, по 12 часов. Для нас в Израиле, да, Алексей, 12 часов это норма, если люди не больше, да, работают, и на двух работах, закрывают долги, и в стране, в первую очередь, я думаю о будущем. Сейчас перенаселение, очень большое строительство, в Тель-Авиве асфальт провалился недавно, пробки сумасшедшие, вот, потому что строят, как в Дубае, эти огромные башни, потому что уже некуда, страна не резиновая, люди едут, страна прекрасная, я очень ее люблю, я не буду из тех людей, которые сидят в ТикТоке, там Израиль обсирают, хаят, страна хорошая, я люблю Израиль, но я буду его любить на расстоянии пока. Перенаселение, очень все стало дорого. Квартиру купить мне сейчас здесь нереально. Квартира стоит 1 000 000 шекелей, у меня нету на первоначальный взнос, 25% надо внести. Можно это сделать, взять кредит под кредит, я не хочу этого. Мы прожили в Израиле 8 лет. Мы приехали в 2015 году, жена приехала в 2016, мы прожили в Эйлате очень много, 5 лет или 6, потом прожили на севере какое-то время. И в конце концов, в 2024 году мы решили переехать. Мы были на севере, в городе Наария, там прилетов много было, тоже рядом боевые действия или все такое, и переехали. Все-таки решились. В какой город ты переехал и почему туда? Мы переехали в город Монктон, провинция Нью-Брансвик. Это Атлантика. Вот Нью-Йорк, и ты поехал выше, Ист-Кост, восточное побережье, да. Галифакс есть, Новая Шотландия, Нова-Скошия, у нас провинция Нью-Брансвик. Почему в этот город? Так как я водитель-дальнобойщик, я работаю здесь, это город-хаб, очень много компаний находятся по перевозкам, и Америка рядом. Проход есть, КПП, эти проходы в Штаты, и перевозка идет вся в Штаты, в США и США в Канаду. И много компаний. Наша компания находится вообще на границе с Америкой. Почему после 2 лет в Канаде ты решил вернуться в Израиль? Много причин стало. В первую очередь там прекратилась иммиграция, все на паузе стоит. Второе условие работы, зарплата, развод. И плюс я еще маме не доделал документы, маме сделали в Мисрад апними битуль, там отмену всех ее дел, и она не получила тадат зеут, пожилой родитель, я все это похерил, уехал туда, и мне надо все это продолжить. Плюс еще моя жена решила разводиться, и причем причина развода ничего плохого не сделала. В ТикТоке говорил просто приколы, типа, вот мне надоела семейная жизнь, так и так. И эту запись ей скинули, ее родители, скорее всего, и она это предъявила как развод. Я думаю, это причина была. И все, и нас с мамой она вышвырнула, и я не мог так, и я уехал. И плюс еще из-за работы, и покинуть Израиль в тяжелом... Очень много причин. Причин, наверное, я могу 10 назвать. Но в первую очередь это причина то, что вернулся в Израиль, чтобы маме документы доделать. Это развод. И в трудное время Израиль оставлять нельзя. У меня долги здесь еще были, их закрыть надо. И вообще уровень жизни и погода еще сыграла роль очень большую. То есть море причин.
Но ты же оставил Израиль в трудное время. Я не в трудное время оставил уже, когда 2 года была война, я уехал. Я работал в это время еще во всем. В какой момент ты понял, что Канада не твой окончательный пункт? После 2 года. После 2 года я понял в плане того, что, ну, во-первых, зарплаты там гораздо ниже, чем в Израиле, это понятно. Во-вторых, я там по рабочей визе, то есть у меня никаких прав там нет, я как работник, как иностранный работник, и ничего не двигается, иммиграция, и холод минус 19, и работа была тяжелая. Ну, на дальнобой как бы нет, но морально тоже. А в том плане, что разгружать на морозе на минус 19, минус 20 была температура, 1000 ящиков вручную, трейлер 43 фит, ну да, не очень такое занятие. Но ты же говорил, что через год можно подаваться на ПМЖ. Я до сих пор жду там, и ничего не пришло мне. То есть как бы твои какие-то первоначальные планы не оправдались? Не оправдались, да. Не оправдались в плане иммиграции, конечно. Возвращение, по-твоему, это шаг назад или новый старт? Это новый старт. Ты планируешь остаться в Израиле надолго или допускаешь еще одну эмиграцию? Нет, планирую остаться здесь до пенсии, поработать и пойти, наверное, бытовой дом престарелых. Когда ты только переехал в Канаду, что оказалось самым сложным после жизни в Израиле? Самым сложным была эта работа и погода. Самым сложным было ездить далеко очень. Ну, и с этим я справился. В Израиле ты работал на грузовике? В Израиле, да, я работал на грузовике, то же самое. Я, в принципе, делал работу, но в Израиле нет такого понятия, как ездить на дальние расстояния. Оплатили, когда я работал, там 4000 канадских долларов. Это сколько? 1010 шекелей, 12, то есть, ну, смысла нет. Но подожди, в предыдущем видео ты совсем другое рассказывал. Тебе наоборот там все нравилось. Нравилось, конечно, но спустя 2 года я принял для себя решение, что мне нужно вернуться в Израиль и не оставлять эту страну. Зарплата, интересный вопрос. Зарплата, смотри, выходит где-то в месяц 4000 чистыми, 4200 после налогов. Это за месяц. Тут зарплата уходит раз в неделю. Каждую неделю. Серьезно? В четверг заходит зарплата, да? Представляешь, каждую неделю. То есть вот аренда стоит 1750, но опять же это иммигрантская работа первая, так как я по рабочей визе. 50 центов за милю по Америке, 47 по Канаде. Плюс за загрузку-разгрузку. А как только ты вот этот год отработаешь, у тебя повысится зарплата, типа? Да, конечно. Да, есть, допустим, локальная работа за $32 в час. Надо иметь вид на жительство, можно развозить продукты. Тоже на грузовике без спальника с маленьким трейлером, как бы развозить, как Макдональдс большие вот эти, знаешь, все эти продукты развозить и хорошая зарплата. Если подсчитать налоги, у меня было по налогам $2000 налогов в месяц. То есть больше, чем в Израиле налогов я платил там. То есть оставалось с одной работы, даже вот с последней на локал, когда я развозил еду в Сиско, 5000 канадских долларов зарплата была. За 53 часа в неделю. К чему ты так и не смог привыкнуть? Не смог привыкнуть, что там люди, да, очень вежливые, очень все, но там нету братства, как в Израиле. Дружелюбный народ такой, чересчур даже, порой мне это вот непривычно. Дверь заходишь, да, допустим, на заправке за кофем, мужик выходит, держит дверь, пока ты зайдешь. Наигранно, улыбаются, ну, хорошие люди. В Израиле, если ты эту страну понимаешь, да, вот принимаешь, ты можешь здесь жить, и язык знаешь, и все. Потому что многие русскоязычные здесь жалуются, но вот я думаю, этого не стоит. Я там, мне кажется, прошел, хуже условия были гораздо, чем здесь. Насколько тяжело было адаптироваться психологически? Первый год было тяжело адаптироваться, да, ну, если из 10 брать по шкале, ну, 8 где-то, да, было тяжело. А потом ты адаптировался? А потом, да, уже адаптировался немного, тоже нашел общий язык со всеми, все, но опять же, не знаю, мне очень душа не лежала последнее время там находиться. Я хотел вернуться. Что в Канаде оказалось лучше, чем в Израиле? В Канаде, может быть, цены на что-то в Канаде ниже, правильно, но недвижимость тоже такая же дорогая, машины подешевле там, да. А зарплаты ниже. Расскажи, что тебе в Канаде нравится больше, чем в Израиле. Здесь, смотри, не каждому подойдет это, здесь очень спокойно. Если вы ищете спокойствие, то вам в Канаду. Тут очень все тихо, спокойно, ничего не происходит. Как бы в Израиле постоянно что-то происходит, туда прилет, там этот бастуют, там это.
А здесь все тихо, жизнь не меняется. Лося сбили, только новость там, допустим, возле Хартленда по дороге в Вудсток, там где лось. Животное сбили, вот единственная новость. Снега на него, животное сбили, то есть тихо все. Это же грустно, что смеешься? Ну, образно, да, это грустно. А вообще, типа, Канада такая же, как Израиль по безопасности? Она безопаснее, чем Израиль в плане того, что тихо, все безопасно и никаких нету происшествий. Все тихо, тихо. Но опять же, это в нашей провинции. Что оказалось хуже, чем ты ожидал? Ну, уровень жизни, зарплаты, что там деньги не растут на деревьях, и это все, что говорят, это сказки были. Я тоже верил в это, и когда у меня глаза открылись, я понял, что мне там делать нечего. Насколько реально заработать в Канаде так, чтобы чувствовать стабильность? Ну, надо работать на 2 работах. Я работал на грузовике на последней работе 4 дня, и 3 дня я работал на такси. То есть меня дома вообще не было, на 2 работах я работал. Там вот плюс, что не надо сдавать на такси. С правами на трак ты можешь ездить на такси, да, это плюс. Расскажи, чем занималась жена. Ну, вообще она занимается гвоздистоянием, у нее студия здесь своя, интересными вещами занимается. Еще Вот моя раз. жена Танюша, она занимается гвоздистоянием. Это я. Да, очень интересными вещами. Подробно она может рассказать. Расскажи пару вещей, чем ты хочешь заниматься в Канаде? Типа? Чем я хочу заниматься? Я хочу продолжить чем я занимаюсь сейчас. Я мастер и проводник, действующий гвоздистояние и гвоздитерапии. Это как бизнес, как дело моей жизни. Да? Гвоздистояние, гвоздитерапия, оно начало набирать популярность, и очень хорошо, что сейчас много людей, они наоборот стали понимать, что это и сами, потому что мои клиенты, да, скажем так, если говорить как бизнес, мои клиенты — это мои доверители. Они приходят ко мне, когда они уже готовы к этой практике, потому что эта практика глубокая, трансформационная, и она люди ко мне приходят уже с глубоким духовным миром и уже с видением, чего они хотят, чего вообще им нужно в жизни, они уже понимают, для чего им это нужно. Вернуться всегда сюда можно и вообще везде. Максимум, да, в Израиль всегда можно вернуться, Да. дальше продолжить свое дело здесь, жить и работать. А если ты не попробовал и жалеть Правильно, всю нужно жизнь, пробовать, нужно ехать. самому, никого не слушать и самому пробовать все. Вообще Не понравилось — да. уехал, понравилось — остался. Жена закончила сейчас, конечно, она работает, она закончила курсы йога-тичера сейчас, да, и она работает офлайн, онлайн, пока не полный день, потому что ребенок в школе, дочка в подготовительном классе. Многие спрашивали, как там с гвоздями? Отлично все, отлично. Она проводит практику, да, людям все довольны, да. Вот в предыдущем видео она говорила, что не знает, как там будет в Канаде, но надеется, что все получится. Все получилось? Да, все получилось, конечно, у нее есть практики, и люди есть, да, много обращаются. Но она расширила свою деятельность, она сейчас йога-тичер. Она закончила курсы которые дают канадский диплом. Жена практики вела, йога, гвоздистояние, на дому такое, тренинги всякие, то есть ничего особо не работала она полностью на работе такой, которая, как я бы хотел, чтобы помогала мне там, или в супер в какой-то пошла или еще, она не хотела такую работу, сразу хотела работу начальницы, менеджера, а там такого нет по рабочей визе, там все индусы заняли под себя, и трудно место найти сейчас там. Там очень большая миграция, они очень много привезли людей. Я против ничего не имею, из разных стран. Очень много, и они заняли все ниши. Не, вот скажи, по деньгам она тебе помогала или не помогала? Очень мало, в основном я все тянул. Жизнь в Канаде дороже, чем кажется со стороны? Да, абсолютно. Абсолютно дороже. Ты полагаешься там сам на себя, потому что я был по рабочей визе, и очень трудно, то есть ты должен все рассчитывать буквально до копейки, свой рент, свои доходы. Мне кажется, здесь больше, здесь я гражданин Израиля, больше прав я имею, и насколько я это вижу все. А какие права в Израиле? Допустим, я сейчас приехал, мне дали 2 адвокатов, у меня долги небольшие образовались за 2 года, я не платил их. И по разводу, то, что мы решили разводиться, мне дали 2 адвокатов, то есть от государства бесплатно. Там такого не будет, надо все платить, за все платить. В Израиле легче или сложнее пробиться? В Израиле, мне кажется, гораздо легче пробиться. Я сейчас приехал, сразу нашел себе работу. Я вернулся в Эйлат, в город, куда я
ну, репатриировался. Многие просто его не знают, не понимают. Я его очень хорошо знаю. Ты там как на расслабоне, на курорте живешь, работаешь. Еда есть у тебя, подвозка, все есть. Ну, шикарные условия. Расскажи, как в Израиле на контрасте с Канадой. Ох, классно. В Канаде я приехал с мороза, минус 19, когда я работал с тачкой. Даже по технике, да, можно рассказать про технику. У них машины, они используют, допустим, трейлер, и надо вручную, как в первобытный век, на тачке вот эти ставить продукты. У тебя 1000 коробок, 12 стопов по ресторанам. И ты ставишь их на тачку. Так, кто просил меня показать мою работу, и не только трак-драйвер, я загружаю товар сам на такую тачку и с тачкой слетаю с трейлера прямо клиент. Так, ну тут привезли еду, туда-сюда. Ждем, когда откроется ресторан. А, как обычно, 700 ящиков, 13 стапов. А здесь я работаю тоже, делаю халуку, доставку. У меня это tailgate, это рампа, да, которая сзади на хвосте опускается, пульт. И все на палетах. Палет-джек у меня электрический. Я раз поставил, уехал, поставил, уехал. То есть я выбрал работу, так как я там подкачался, ну, на работе. И по физике я могу делать халуку только, доставку сейчас. Мне нравится эта работа. Чтобы и драйвинг был, и вождение у тебя было, и работать. Вот такая мне нравится работа сейчас. В Израиле такая работа, она считается наоборот хуже. Никто не хочет там работать. А я хочу наоборот. После Канады почему-то у меня в форме в такой сейчас крепкой, что я могу любую физическую работу. Я приехал сейчас в Израиль, я ощущаю себя прямо легко на любой работе. Мне хоть пойти на стройку сейчас можно. Ну, то есть мне вообще любая работа по силам. А вот на контрасте, насколько легко пробиться в Канаде? Вот ты говоришь, что ты сначала приехал, работал на дальнобое, а потом каким-то образом нашел работу в городе. Да, я нашел через супервайзера. Я познакомился с супервайзером, с Ямайки парень, он классный парень такой. И он мне предложил эту работу. Освободилось место, я взял локал работу по городу. Хорошая тоже работа, там платили в час. Это было несложно тоже сделать или сложно? Это было, у них места нету, у них только надо ждать, когда освободится. Все забито было. Расскажи, кем ты будешь работать в Израиле? Ты знаешь, у меня сейчас как бы жизнь начинается такая холостяцкая. Я хочу учиться, что-то связано с компьютерами, маркетингом, вот с ТикТоком, с Инстаграмом, с рекламой и продвижением бизнеса. А так я баранку кручу, как обычно, я профессиональный водитель. Но хочу сейчас учиться еще. У меня вдохновение, появилось время много свободное. Ты говорил, что в Канаде законы сильнее защищают женщину, чем в Израиле. В чем это выражается? Выражается в оплате, допустим, смотри, если у тебя ребенок, вы разводитесь, ты платишь алименты ребенку, это нормально, это твой ребенок, ты отец, ты будешь платить, я здесь, сейчас будет суд, буду платить все по закону, сколько судья решит, по зарплатам, там все, абсолютно, потому что это все наказуемо, понятное дело. Но в Канаде есть еще spousal support, и в Америке тоже. Это поддержка супруги. То есть мне моя супруга предъявила, что я должен еще 12 лет, пока она не выйдет замуж, либо не пойдет на работу с доходом $50 тысяч в год, еще содержать ее. То есть, допустим, платить и ребенку $1000, и ей 2000. А вот $50 тысяч в год, это много или мало? Ну, это типа средняя зарплата. Типа, так она посчитала, и так с адвокатом предъявила мне такое, как условие к оплате. Хотя я там не гражданин и ничего. То есть... Ну, кто, например, зарабатывает $50 тысяч в год в Канаде? Кассирша? Ну, не кассирша, средний работник, наверное, на траке даже, на каком-то маленьком. Ну, естественно, что и платить и 12 лет еще содержать супругу там нужно. А в Израиле только алименты ты платишь, правильно? Женщина, должна работать, либо замуж выходить, там, и так далее, и тому подобное. В какой момент ты это почувствовал? В момент, когда она тебя выгнала? Ну да. Почему ты решил разводиться из Израиля, а не в Канаде? Потому что я гражданин Израиля, я хочу разводиться по израильским законам. Насколько сложно, когда ребенок остается в другой стране? Очень сложно, конечно, потому что я не мог приближаться с полицией к ней, она еще произошла у нас, ссора такая, и она полицию вызвала на меня, и мы с мамой в тот вечер ушли, и больше я ей не звонил, как бы не писал такого ничего, и не видел ребенка с тех пор. По видео я написал, я потом написал, что хочу увидеть, все, она ответила мне нет, и все. То есть она хотела, чтобы я пошел, на ее условия, на вот этот договор, и тогда уже, виделся бы с ребенком.
Что бы ты посоветовал мужчинам, которые планируют переезд с семьей в Канаду? Я бы советовал им хорошо подумать в первую очередь. Очень много людей мне пишут, я уехал, там которые из Израиля и хотят вернуться обратно. Хотя они там прожили уже по 10 лет, не знаю. Израиль надо любить и понимать просто страну эту. И все хорошо. По-моему, здесь самые лучшие условия. А что здесь самого лучшего? Здесь, закон работает, ты можешь вот и разводиться, и получать адвоката, ты можешь работать, да, ты можешь долги, но есть люди, которые не заходят в долги, которые живут по средствам, допустим, машина, вот я купил машину за наличку, правильно? Я не покупаю машину за 150 тысяч и плачу деньги, а потом я не думаю, знаешь, как еду достать, то. То есть можно посредством жить и нормально будет все. Насколько иммиграция повлияла на ваши отношения? Я работал на 2 работах, может из-за этого, знаешь, мы мало виделись, и такое, люди приедаются это все, знаешь, когда человек работает и постоянно. Если бы я, может, работал на одной работе, и она работала бы, и такого бы не было. Хотя, честно, никто не виноват, тут я не хочу никого обвинять, не хочу вообще, это некрасиво половину свою обвинять и ругать. Оба виноваты в разводе всегда, и я считаю, что просто пришло время разойтись, и все. Если нет уже любви, зачем жить в ненависти ради ребенка? Я надеюсь, что она приедет вот сюда с ребенком, я буду видеться, платить алименты и 50 на 50 опеку возьмем, как-то так сделаем. Стала ли Канада причиной разрыва или просто ускорила процесс? Ускорила процесс. Если бы вы остались в Израиле, думаешь, все сложилось бы иначе? Может быть, кстати, если были воевать, и шемеш, солнце, хорошо, все не было. Там депрессия, люди пьют очень, морозы. Вот там, где мы были в Атлантике, снега эти, да, у них дома есть, все, но они в морозе в этом полгода сидят, это депрессуха там. Кто обеспечил семью в Канаде, если это был ты, не кажется ли тебе, что уехав из Канады, ты фактически бросил их там на произвол судьбы? Абсолютно нет. Я оставил деньги на первое время, и сейчас обязательно я еще буду помогать, конечно, пересылать. Зарплата начнет заходить, у нас просто общие долги большие, и надо мне их как-то покрыть. Может, все долги я возьму на себя, вот это будет по-джентльменски. Общие долги вот эти до разрыва. Здесь, в Канаде нет долгов, мы по рабочей визе. В Израиле долги у нее есть, и у меня есть. Я возьму их на себя, небольшая сумма, но все же. А на что они там будут жить? Я буду пересылать деньги тоже, конечно. Не волнуешься ли ты за свою дочь? Волнуюсь, конечно. Очень хочу увидеть. Я просил перед отъездом увидеться. Она сказала нет. Я выдерживал паузу. Мы как разошлись, мы очень разругались. Я выдерживал паузу. Я к ним не ходил, потому что она полицию, думал, опять вызовет. Знаешь, на меня... Я компьютер свой хотел забрать, а она меня полезла бить. Я просто смотался от нее, а она полицию вызвала и пыталась на меня нагореть, что я там побил ее. То, как в Израиле сделать это отца вагона, знаешь, чтобы не приближался. Но меня оправдали, ни отпечатков пальцев, ничего не было. То есть меня ни суда не было, ничего. А ты сказал ей, что ты уехал? Конечно, я сказал, и она меня очень проклинала. Но это мое желание уехать в Израиль и судиться здесь, и суд, чтобы был в Израиле. Я гражданин Израиля. Это мое право, правильно? А что по поводу алиментов? А алименты по закону, который назначат здесь, все будут платить. Понятное дело, в Израиле нет такого не платить алименты. Будет суд, и судья назначит мне. После расставания с супругой и дочерью, есть ли у тебя ощущение потери или наоборот облегчения? Я очень много лет был в таком, знаешь, в тисках таких и не был самим собой. Многие люди, они в отношениях между мужчиной и женщиной, они, знаешь, ради детей или ради этого, они строят иллюзию и живут в ней. Я стал сам, когда сейчас разошелся, мне легче стало. Я хочу заниматься своими делами и жить своей жизнью. Может, я такой, человек, который не в рамках, вот как все, знаешь, в рамках, шаблонах. Я выше этого. Я не в шаблоне в этом. Расскажи про свою маму. Ты упомянул, что вы переехали вместе в Израиль. Она сначала переехала к вам из Украины или как это было? Мама приехала по процедуре пожилой родитель. И я с женой уехал в Канаду. Она уже должна была получать Таадат Зеут. И получается, я просто бросил, уехал в Канаду, чтобы попробовать, как оно жить. Ты понимаешь, мне все капали на мозги и попробовать, чтобы как оно там. Я не жалею, что я там побывал, я увидел Америку, увидел Канаду, и мне есть с чем сравнить. То есть я
увидел это и вернулся все равно я сюда. А так бы я бы был бы в Израиле только, и не побывал бы там, и не прочувствовал, и ничего бы не получилось бы, знаешь. Я не жалею. Вот, и с мамой сейчас мы вернулись, и надо заново всю процедуру начинать, все откинулось назад. А, извиняюсь, она поехала с вами туда или как было? Нет, мама была здесь, мы уехали. Просрочили, Мисрад Апним должен был давать уже дело, шло к Таадат Зеуту, ну, временному, маминому. Как близкий родственник, да? Как близкий родственник, вызов родителя не еврея, я по папе еврей. И получается, я ее вызвал сюда, она вдова, была здесь, все документы мы собирали, она по рабочей визе была. И я уехал, естественно, дело тик этот закрыли. Понимаешь, она тут находилась не как украинка, как беженка по визе просроченная уже. Ну, как бы не просроченная, но украинцам можно находить. И ее депортировали? Ее не депортировали, нет. Она уехала в Украину. У нее была тоже канадская виза до нашего расхода. Мы были вместе, понятно, и мама приехала к нам, в Канаду. И мы хотели уже дом покупать, все, и вот это мы раз и решили, разругались, и все, вот так вот. И с мамой была проблема заехать. Слава богу, что у нас были деньги. В Бен-Гурионе ее разворачивают. И я не знаю, что делать. Я еле-еле с ними договорился. Я им сказал, вот у меня есть столько-то, столько-то. Они говорят, 30 тысяч шекелей арвут, залог. И она заезжает как туристка и уезжает через 3 месяца. И ты ей делаешь уже... То есть я отписал Итхайвут, я не могу ей менять статус. То есть она... Без адвоката я разрулил. Адвокаты зарядили с центра 12 тысяч шекелей плюс мам. За то, чтобы в ченч сходить деньги поменять. Но это, ребята, не обращайтесь к адвокатам. Если знаете иврит, можете сами с Мисрад Апним все дела решать. Они мне сами так сказали. Там. Получается, что ты не имеешь права поменять ей статус? Сейчас не имею права, она уедет в Украину, в Одессу. Мне дадут залог 30 тысяч эти. И я иду в Мисрад Апним, делаю бакаша мисудерет, просьбу ей, и все, мне дают какие? Справку о несудимости, собрать ее, маца вышить, что она замуж не выходила. Ну, как обычно, хозяйский рут, маскорт, я уже сам как адвокат, я проходил эти все дела, уже все знаю. И все, я ее вызываю, уже ей Таадат Зеут сделаю здесь все. Почему именно город Эйлат? О, это самый лучший город. Вот люди меня осудят, сейчас начнут там хейтить, там всякое говорить. В Израиле этот город, я в него приехал, когда только репатриировался, мне было 26, молодой я был. Я там иврит учил, я начинал с нуля. Я работал в Бейт-Маоне в гостинице, потом в прокате машин, потом на права сдал, знаешь, работал в магазине электроники, там иврит хорошо подтянул я. Ну, с израильтянами продавали технику, знаешь. Ты можешь там сэкономить. Там есть солнце круглый год, я одессит, я люблю море, плавать люблю, и там все рядом. И ты как на отдыхе. В центре Израиля здесь пробки, здесь люди суетятся, бегут, у них вечно нет денег. Там ты кушаешь бесплатно, подвозка у тебя есть, все деньги ты кладешь в карман, схирут, аренда недорогая. В смысле кушаешь бесплатно? У нас на работе есть еда, мы кушаем в Маонах, и нам заказывают еду, и в гостиницах мы едим постоянно, каждый день, вообще класс. В центре же больше работы. В центре работы больше, зарплата выше, но ты тратишь на еду, ты тратишь на аренду, а в Эйлате аренда ниже, еда ты не тратишь, то есть одни плюсы, и там все, машину я заправляю раз в неделю, ну, то есть я как на отдыхе там. Ну, может, я, знаешь, уже 40 мне, я не хочу суетиться, я хочу быть, знаешь, как на курорте жить. И ты хочешь там продолжать жить? А обязательно, только в Эйлате. Не хочу. Я на севере пожил уже Израиля, когда мы общались с тобой. Я работал там на семитрейлере. Там люди волки. Я не могу с ними, особенно русскоязычные. Я работаю в израильской компании с израильтянами всеми. Мне с ними больше... И моя мама, хотя она иврит не знает, она убирает у людей, знаешь, ходит. У нее все клиенты израильтяне, потому что, ну, люди просто, они к ней относятся вот так, ну, хорошо, по-братски, знаешь. Серьезно вам говорю, я просто не понимаю, люди, многие менталитет этот и то... Люди здесь гораздо проще, чем в Канаде, и здесь можно со всеми договориться и найти общий язык. В каком плане в Канаде? Канадцы обманывают? Нет, нельзя договориться ни о чем. Вот тут, допустим, да, можно договориться с людьми, да? Они тут умеют договариваться, это ментальность. А в Канаде что? А в Канаде нет, все прямо по шаблону. Нет такого комбина, знаешь, комбин. Ну давай сравнение Канады и Израиля. Где легче жить морально и материально, в Канаде или в Израиле? Здесь, мне кажется, в Израиле легче. Почему? Ну, все рядом у меня, знаешь, страна маленькая, в Европу полететь можно. В Израиле, говорят, дорого, да. Но вы же можете кушать экономно, не тратить кучу денег, складывать их
и отдыхать, летать за границу. Все. Почему? Здесь люди тратят много не на то, что надо. Надо экономить. Смотри, вот ты полетел, 2 года тебя не было. Ты что, не почувствовал, что все подорожало? Нет. Ну, я, может, еду не покупаю из-за этого, наверное. А ты сходи в магазин. Я схожу, просто я не покупаю еду, я бесплатно кушаю. Хорошо, где проще быть отцом? В Израиле. Почему? А ребенок, все рядом, все это, и погода хорошая, гулять можно, наверное, отдыхать, проводить время, веселиться. А там все холодно, все сидят по домам. Где высшее качество жизни на самом деле, а не по статистике? На самом деле качество жизни здесь. И медицина здесь. Там медицина вообще никакая, надо ждать год, наверное, очереди. Здесь тоже, ну, умереть не дадут, но здесь бесплатная медицина. Там тоже бесплатная, но... А как же оплата больничной кассы? Ну, больничную кассу, да. Я пока не плачу, мне лишили 10, мне надо полгода, по-моему, поработать. А там что, нет больничных касс? Там бесплатная медицина есть, но больницы доисторические там вообще. Я не понял, ты говоришь, что здесь бесплатная медицина, а потом говоришь, что там бесплатная медицина. А где по факту? Здесь качество лучше гораздо. Сервис лучше. Там все доисторическое. Здесь тебе надо по 3-4 месяца ждать врача. Ну, а там по году. Скажи про жилье, сколько стоит съем жилья? И вообще, как быстро ли ты снял жилье после переезда? После переезда мы договорились сразу, нам посоветовали риэлтора русскоязычную. Мы сняли сначала бейсмент, это полуподвал. Все через это в Канаде проходили, пришлось помучиться, потому что типа не было никакой истории. Хотя на самом деле потом выяснилось, что здесь много людей, которые сдают квартиры без всякой истории кредитной и все, и приезжим из других стран, как бы они сдают спокойно. Бейсмент полуподвал стоил $1550, это 2 спальни и салон. Это в частном доме, как бы лестница идет вниз. Вот. А потом мы переехали в квартиру, буквально через полгода, вот в которой сейчас я нахожусь. Шикарные апартаменты, новые. До нас здесь жили только одни люди. И это стоит $1750 канадских, включая все, даже интернет, не включая электричество. Вот такая парковочка. Тут мы живем. Вот парковка. Тут машины. И вот он трак. Можно поставить трак возле дома и на нем ехать работать. Где свободнее, там или здесь? А здесь свободнее. Я чувствую себя классно здесь. Я тут расцвел, знаешь. Что Израиль делает лучше для человека? Он дает ему возможность жить своей жизнью в демократической стране. Там тоже демократическая, но там у них тоже много своих проблем и с иммиграцией, и с людьми. Израиль просто надо принимать и все таким, как он есть. И как бы и плыть по течению по этому, по израильскому, и все. Полюби Израиль, и он полюбит тебя. И все нормально будет. И договариваться, и быть более вежливым, и не обращать внимания на эту наглость, да, которая здесь есть, да, говорят, наглость. Просто здесь такие люди. Надо просто это... Либо ты принимаешь, живешь здесь, либо ты не принимаешь, уезжаешь. Ты не думаешь, что это просто эйфория? Вот ты приехал сюда, и тебе все по кайфу. Через какое-то время ты войдешь в рутину, и тебе опять покажется Израиль таким, как он есть на самом деле. Из-за рутины не, но я сейчас буду в ближайшие 5 лет точно никуда, может отдохнуть через 5 лет поеду, мне нужно долги закрыть, я буду жить и работать здесь. Я думаю, это просто первое ощущение после того, как ты приехал. Может быть, но я не думаю, что у меня уже нет сил куда-то ехать. Я посмотрел мир, все для себя увидел, я уже буду здесь находиться, мне уже некуда ехать. Вот говорят, что зарабатывая в Канаде, за год можно купить дом. А в Израиле очень трудно купить жилье. Так ли это? Это абсолютно неправда. Нельзя ничего заработать. У тебя, смотри, зарплата 5, да, у тебя? Как ты отложишь, если у тебя 1750 уходит на квартиру? Так, у тебя остается сколько? 3, да? 3200. Потом у тебя на машину ты платишь, да, если в кредит взял, по $500, да, там, может, больше, по 800, если хорошая, так? Еда вся уходит на семью у тебя. У тебя все деньги уходят, ничего ты не отложишь, там то же самое. Смотри, там можно купить дом, 189 тысяч канадских долларов, это $500 000 шекелей. Канадский доллар, он меньше, он 2,6. То есть вы все умножаете, ну, чтобы прикидывать цены, вы умножаете. Естественно, машины в Израиле дороже, налоги сумасшедшие. Ну, в общем, много причин у меня было.
Но дома там стоят дешевле? Дома дешевле стоят, да, да, смотря где. Там, где я был, да, подешевле. Там плюс. Какой плюс там самый большой у них? Это дома дешевле и машины. Все, а зарплаты ниже. Я слышал, что в больших городах много мигрантов из разных стран. Влияет ли это на качество жизни? Это влияет на работу. Допустим, иммигранты из Индии, они очень, про это очень много видео в интернете, они все под себя подмяли. Они хорошие ребята, они сами за себя, знаешь, стоят, у них общность, община, и они рынок уронили у них. Они работают задешево. То есть ты заходишь во все эти Тим Хортонс, да, там Макдональдс, там все индусы работают. То есть они работают задешево и на траках тоже. И они весь рынок уронили. Они готовы работать за копейки. Вот и все. Что ты можешь реально сказать по уровню безопасности в Канаде и в сравнении с Израилем? Ну, там ты за океаном, естественно, никакой войны, никаких ракет не прилетит. Это плюс у них. Но сейчас была стрельба в школе, погибло 12 человек в Британской Колумбии. Да, сейчас, да. А так чисто вот выйти на улицу? Безопасно, да. Ну, бомжей много, правда, вот разница, у них очень много бомжей, везде они. А для девушек как? Смотря в каком районе, если выйдешь там, где бомжи перестают, они могут пристать. А так, ну, в хороших районах нет. Я хочу пожить в большой стране, поездить. Я водитель фуры, мне очень понравилась моя работа. И они любят водителей из Израиля. В Израиле дороги узкие. Кто водил трейлер, как я, ездил в всякие арабские деревни, заезжал, там все легко будет. Там у них хайвей, дороги, там трак-драйвинг там развит, там бомба. После Израиля спец. Если бы ты мог вернуться назад, ты бы снова поехал в Канаду? Нет, не хочу, не мое. Я посмотрел на это все, поработал, и я не хочу на то полушарие. Отдохнуть в Америку просто вот не на траке, а просто на машине по Америке проехаться. Да, но батрачить и просто себя убивать зачем? Я сейчас в Эйлате кайфую, работа у меня, я не зарабатываю много, мне хватит. Дешевое жилье снимаю, и все. Что тебе дал этот опыт? Он мне дал в жизни стимул, то есть не погибнуть, не спиться, не скуриться, а выйти из этого всего, стать человеком, зарабатывать, знаешь, стержень дал более уверенность дал в жизни. То есть я не боюсь ничего сейчас. Я приехал сюда, я вообще ничего не боюсь. Есть ли что-то, о чем ты жалеешь? Что вот так вот не с женой поругался, что наговорил в ТикТоке вот это, что найду себе новую подругу, и то все, из-за этого она решила разводиться, языком своим ляпнул. Хотя если я это ляпнул, я, значит, уже тоже надоело, отношения наши зашли в тупик. Не хочу никого обижать, честно, желаю ей только счастья. Дай бог, чтобы все хорошо было, мне на личном нашла хорошего себе. Там парня, мужчину, только за буду, чтобы вас. И богатого желательно, миллионера, чтобы нашла. Кто ты сейчас? Тот же человек, что уезжал из Израиля? Нет, который уже с опытом, с багажом огромным опыта приехал. Какой главный урок ты вынес из всей этой истории? Не надо гнаться за деньгами, не надо думать, что что-то там где-то лучше, хотя надо ценить то, что у тебя было здесь. И ценить это нужно в первую очередь. Я это не ценил, бросил вот так все, покинул, все, вот это, знаешь, сгоряча. И потом уже подумав, посидел в 2 года, знаешь, пришел в себя, мысли все, и я все это осознал. И можно жить нормально, скромно и довольствоваться тем, что у тебя есть, и не гнаться за миллионами, и все в жизни хорошо будет. Как вообще, если вот переезжать в Канаду из Израиля? Советуешь ли ты сначала поехать, посмотреть? Сначала, да, я советую реально посмотреть, поехать, посмотреть. Опять же, не поработав, ты не поймешь. Посмотреть, ты посмотришь, класс, туристические места. Надо же поработать, понять, что это за работа, за все. Смотри, все израильтяне почему-то ехали в одиночку. 5 месяцев там были, спали в грузовике, не знаю, что там за трэш был. Потом брали семью. Как ты советуешь? Сначала на пару месяцев поехать или как? Хотя бы на полгода поработать по контракту. Пожить. Вот я поехал, поработал, посмотрел. Это не мое. Тяжело. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.